Stars are shine bright in the depth of night. Spaceships taking flight all across the sky. Aliens on the run, laser beams and fun. Daring deeds are done underneath the sun. In the stars tonight, everything's alright. Battles in the light, out of human Да, sight. это очень короткая заметка про практическое применение фотограмметрии, в данном случае в строительстве. У меня была задача создать закладную конструкцию для части забора. 17-метровый отрезок с перепадом высоты на этом участке 2,5 метра. Мне вообще нравится этот подход, потому что он предполагает то, что я не являюсь специалистом ни в геодезии, в стройке или еще в чем-то таком, но могу спроектировать вот такую конструкцию, которая получается как бы естественно и автоматически в силу предыдущих действий, которые автоматически ее направляют. Например, как я делал эту конструкцию. Я получил фотограмметрию траншеи. Фотограмметрию траншеи я получил, когда мне была выкопана траншея по параметрам, которые я задал землекопом. Параметры траншеи я отталкивался от показаний геодезического инженера, который проводил разметку участка. Потом специалист по стенам и габионам мне сказал, какие нужны параметры траншеи, чтобы создать основу забора. Так как на участке очень дуют часто сильные ветра, в прошлом году случился ветер больше 140 км в час порывы. Участок сложный в плане геометрии и требуется под этот кусок рассчитать. И что получается? Получается, что геодезист мне выдал параметры границ, раз точка, 2 точка, 3 точка. Специалист по каменным конструкциям сообщил мне параметры траншеи, то есть она должна быть 40 сантиметров глубиной от поверхности земли, вот от этой линии 40 сантиметров вниз и 70 сантиметров в ширину. То есть землекопы копали следуя рельефу, и следуя рельефу у меня получилась вот такая конструкция земляная. Чтобы теперь мне точно рассчитать необходимые закладные элементы из труб, мне нужно получить поверхность, вот эту поверхность, всю соответствующую реальности. Для этого я делал фотограмметрию. У меня где-то было потрачено на это 450, может 470 снимков, совсем немного. Работа заняла, может минут 5. Может минут 10 даже. Потом я обработал в программе фотограмметрии до стадии получения облака точек. Облако точек получилось очень хорошее. Сейчас вот это уже чищенное облако точек. Всего на где-то 50-60 миллионов точек. Но видны все детали. Видна веревочка, которая размечает границы траншеи. Видны какие-то деревяшки, камни, травинки. В общем, все отлично видно. Но мне ее пришлось преобразовывать в меш. И по этому мешу проектировать конструкцию. Обратно после проектирования закладной конструкции я экспортировал ее сюда, чтобы просто здесь наглядно демонстрировать. Ошибся, надо подвинуть вверх. Теперь она соответствует реальность. Я в Sapper программе, разумеется, немного облака точнее меш из облака и конструкция более точно подогнаны. Но так как я исходник не сохранял, обработанное облако, то я сейчас быстро пересобрал это по-новому. И само проектирование заняло тоже немного времени, может быть 2 рабочих часа. Как видно, что для участка протяженностью 17 метров и перепадом высоты 2,5 метра есть участки разного степени уклона. Например, здесь я использовал прямые отрезки, здесь приходилось делить их на разные куски, и в целом они оказались подогнаны. Для ребят, которые варили мне эту конструкцию, я показал только одну инструкцию, в которой указаны линейные размеры отрезков снизу, высота вертикальных стоек и высота вот этих горизонтальных перекладин. И это было сделано тоже очень быстро. Таким образом, вот этот подход позволяет экономить массу времени
и создавать очень точные конструкции, подходящие под самые сложные рельефы, например, или еще что-то, подгонять их по месту. Гораздо проще сфотографировать все это, потому что сейчас фотоаппараты у каждого в кармане, обработать и, если умеете, конечно, создавать такую конструкцию. Что еще, чем еще мне понравился вот этот подход? Тем, что я рассчитал необходимое число материала. Оказалось 84 метра квадратной трубы из 40 на 40 миллиметров. Ровно столько было заказано и ровно столько без всякого остатка было использовано в этой конструкции. Это удивительно, но это с первой попытки, без ошибок, все получается. Еще один момент, когда я подгоняю облако точек под реальный масштаб, мне всего нужно сделать несколько вещей, чтобы привести его к нужному виду. Первое, найти горизонтальную плоскость. Она легко в данном случае находится. Вот угол дома виден. Плита расположена в горизонтальной поверхности, в горизонте. Поэтому я определяю 3 точки, где горизонт, и облако точек выравнивается. Я говорил в предыдущих видео, что модель получается правильной, пропорциональной, и поэтому достаточно указывать один единственный размер. Я взял в качестве образца вот эту деревяшку, я измерил ее. В данном случае длина 376 миллиметров. Реальную деревяшку измерил на облаке точек. Она в облаке точек была миллиметр с чем-то. И масштабировал до нужного размера. Я провел эту операцию 1 раз. Больше я не перепроверял данные, не измерял по новой. И строил всю модель на основе вот этого единственного размера. Это тоже удивительный факт. Кстати, обратите внимание, как детали в облаке точек гораздо лучше прорисовываются, чем в меше. Прямо-таки фотографическое качество. Меш, конечно, создает другое впечатление. И теряет в этой детализации. Даже самого высокого разрешения. Ну, вот на этом все.